Хей, всем привет! В последнем видео я рассказывала вам о том, что в начале декабря я приняла участие в арт-челлендже в Инстаграме и выиграла набор маркеров от Artistic. И пообещала вам снять распаковку и обзор, когда маркеры придут. Сегодня я получила эти маркеры от курьера. Вот эта посылка, она очень большая, и я слышу, как там звенит сумочка внутри. Мне не терпится уже открыть и посмотреть, порисовать, поэтому берите чаек, кофеек и погнали! Маркеры упакованы в классическую черную сумочку. Что порадовало, так это наличие пломбы на замке, что показывает, что маркеры свежие и ими никто не рисовал. Маркеры пришли в большой черной коробке, и я сначала удивилась, почему такая большая посылка, там всего же 24 цвета. Как оказалось, в подарок положили скетчбук. Это был очень приятный сюрприз. Во время розыгрыша про скетчбук ничего не говорилось. Очень классно, что производитель заботится о том, чтобы можно было сразу начать рисовать маркерами, не думая, где взять скетчбук. Теперь давайте поговорим про сами маркеры. Внутри упакованы маркеры в целлофановый мешочек. Я ни у кого такого не видела, только у этого производителя. Возможно, это для того, чтобы защитить мешок и сумку от протекания маркеров. А возможно, это на случай, если сумочка порвется, и чтобы маркеры не высыпались и не растерялись. У меня в наборе 24 цвета. Сейчас я их потихонечку переложу все в сумочку и буду хранить их так. У маркера два наконечника, пуля и долото. Хотя производитель называет их круглый и лопатка. Не знаю почему. Маркеры полностью идентичны с маркерами Sketch Marker. Наконечники у маркеров японские. На корпусе есть выступы, которые не дают маркеру кататься по столу, и это удобно для фотографирования своих работ. Со стороны пули есть серая полоска. По ней удобно найти нужный нам наконечник. Маркеры не перезаправляемые, но это не проблема. Я смотрела, сколько стоит этот набор из 24 цветов на Озоне. 1200 рублей. Если разделить 1200 на 24 маркера, то получается один маркер выходит 50 рублей. Что, по-моему, отличная альтернатива алиэкспрессовским Touch 5, которые также стоят по 50 рублей, но не такого качества, как Artistics. Цветовая гамма набора мне очень понравилась. Здесь есть два красных, два желтых, два оранжевых, 5 зеленых, 5 синих, 3 серых и по одному коричневого, лилового и черного цвета. Лично мне не хватило телесного оттенка и темно-коричневого. После съемки этого видео я попробовала рисовать этими маркерами в другом скетчбуке. И я нарисовала девушку в своем стиле, и мне не хватило телесного цвета. Мне пришлось брать его из другого набора маркеров. 11 маркеров из 24 совпадают цветом на колпачке с цветом на выкраске. Соответственно, больше половины маркеров не совпадают. Поэтому выкраска нужна, чтобы не прогадать и не пролететь с оттенком цвета. Тестировать маркеры сегодня я буду в скетчбуке, который мне положили в подарок к маркерам. Хочется сразу проверить и его в деле тоже. Рисовать сегодня буду карпов кои. Обожаю этих рыбок. Мои карпы плавают в прозрачном голубом пруду среди кувшинок и лилий. Мне очень нравится, как получилась композиция иллюстрации. Лайн я делаю черным линером. Раньше я предпочитала делать цветной лайн, а сейчас меня опять потянуло на черный лайн. Пусть будет пока так. Касательно скетчбука могу сказать сразу, что линер очень легко скользит по бумаге. Бумага очень гладкая, приятная. Я прям кайфанула, пока лайнила скетч, и не хотела заканчивать этот этап. Хотелось бесконечно возякать линером по бумаге, и чтобы это никогда не заканчивалось. В скетчбуке 40 листов, плотность 160 грамм на квадратный метр. Бумага очень хорошо подходит для работы с маркерами. Рисовать маркерами на этой бумаге было одно удовольствие.
Ложатся маркеры на бумагу ровно, без проплешин, без полос. С обратной стороны нужно класть второй листочек, потому что бумага в скетчбуке без пропитки. Маркеры сами хорошо заправлены, они очень влажные, и как только касаются бумаги, чернила сразу же активно начинают поступать. Чернила очень хорошо растекаются, но при этом не выходит за контур лайна, если только ты сам не накосячишь и не передержишь маркер сильно долго на одном месте. В качестве цветовой гаммы для этой иллюстрации я постаралась использовать побольше цветов из набора, чтобы попробовать как можно больше маркеров, но при этом, чтобы цвета гармонично между собой сочетались. Для этого рисунка я использовала 13 маркеров из набора, то есть больше половины. И использовала белый маркер Posca для того, чтобы сделать блики на воде и глазки рыбкам. Другие цвета из этого набора я тоже максимально постаралась попробовать на втором рисунке девушки, про которую я вам уже говорила сегодня в видео. Я вставлю рисунок, чтобы вы могли посмотреть его. И маркеры на этой бумаге тоже показали себя очень достойно. Хочу поделиться с вами своими творческими планами на ближайший 2023 год. Во-первых, я хочу пройти до конца челлендж, который я сама себе устроила. Это видео называется «Челлендж длиной в год». Если вы не смотрели, посмотрите это видео, чтобы быть в курсе событий. Также я уже полгода сама занимаюсь по учебнику академического рисования и хочу в этом году продолжить заниматься этим и сделать больше работ. Кстати, если вы захотите посмотреть мои академические работы, напишите об этом в комментариях. Также у меня есть давняя заветная цель пройти полностью Inktober. Я ни разу не проходила его еще полностью, потому что в начале, когда я пыталась пройти челлендж, у меня не хватало терпения рисовать каждый день, не было таких навыков, чтобы делать сложные работы каждый день. Сейчас я стала рисовать намного лучше, поэтому чувствую в себе силы попробовать в следующем году пройти его полностью. Касаемо арт-материалов, я хочу продолжить активно рисовать спиртовыми маркерами, а также хочу освоить акварель и гуашь. Касательно социальных сетей, я хочу продолжить активно снимать видео на YouTube, поэтому подписывайтесь на канал, будет интересно. Хотела сказать спасибо ребятам, которые пишут комментарии под моими видео. Мне очень приятно с вами общаться. Также в 2023 году я хочу заняться активно группой ВК. У меня пока что там мало человек, поэтому, ребят, пожалуйста, подписывайтесь на мою группу ВКонтакте. Я выкладываю туда рисунки, пишу о своей жизни. Мои последние наполеоновские планы на 2023 год — пойти на курсы и сделать свой мерч. А для тех, кто не перематывает мои видео и смотрит их до конца, я приготовила новогодний лайфхак. Хотите сэкономить денег и купить при этом домой настоящую елку, при этом пихту вместо сосны? Подождите 31 декабря. В этот день магазинам приходится распродавать остатки товара, которые они не успели продать до Нового года. И приходится очень сильно занижать цену, так как у них последний день, и потом елки уже совсем никому не будут нужны. Поэтому можно купить настоящее дерево по очень дешевой цене. Я вот елку пока еще не покупала, завтра куплю. Вот такой вот лайфхак. Что могу сказать в целом про маркеры, которые я выиграла, и про скетчбук, который мне положили в подарок? Честно, мне все понравилось. Это не реклама, поэтому я просто говорю то, что думаю. Скетчбук бомбический, бумага гладкая, классная, маркеры очень яркие, сочные, мне очень много цветов понравилось, и в целом цветовая гамма достаточно сбалансированная, все хорошо продумано. Надеюсь, что скоро мой канал разрастется, и когда-нибудь компания Artistix пришлет мне большой набор своих маркеров на обзор. Так что подписывайтесь на мой канал, чтобы поддержать меня, и чтобы я могла получать арт-материалы, делать на них обзоры, вы могли смотреть эти обзоры и наслаждаться. А если вы лично хотите поддержать меня рубликом, в описании к видео я оставлю номер своей карточки, на которой вы можете скинуть мне денежку. Тогда я смогу купить арт-материалы и снять для вас обзоры.
Если захотите получить от меня в видео благодарность за вашу помощь, то в сообщении при переводе денежки укажите ваше имя или ник. А я желаю вам весело отметить Новый год, чтобы все невзгоды и трудности остались в 2022, а 2023 открыл перед вами новые горизонты. С наступающим! Прощаюсь с вами до следующего видео. Чмоки!